Приветствую всех! Сегодня поговорим о громком назначении, которое вызвало много обсуждений. И, как вы уже догадались, речь о Сергее Кириенко, которого теперь называют новым куратором Армении со стороны Москвы. Что стоит за этим решением и какие последствия это может иметь для Еревана? Начнем с главного. Сергей Кириенко – фигура далеко не случайная. Он один из самых доверенных людей в окружении Путина, и если ему поручили заниматься армянским направлением, значит, в Кремле решили взять под контроль происходящее в регионе, причем уже без оглядки на дипломатические условности. Кириенко – это не просто чиновник. Это человек, участвовавший в формировании внутренней политики России, а также в операциях по удержанию влияния на постсоветском пространстве. Именно его фигура мелькала в кулуарных процессах вокруг Беларуси, Украины и теперь Армении. Это говорит о том, что Москва больше не хочет наблюдать за дрейфом Армении в сторону Запада со стороны. Она намерена активно вмешиваться. А теперь зададимся вопросом, почему именно сейчас? Почему именно Армения? Все просто. За последние годы Ереван стал вести куда более самостоятельную внешнюю политику. Охлаждение отношений с ОДКБ, растущие контакты с Евросоюзом, визиты западных лидеров – все это вызывало в Москве беспокойство. А в последние месяцы стали поступать сигналы о том, что Армения может окончательно выйти из орбиты России. Для Кремля это неприемлемо. Южный Кавказ – стратегически важный регион. Терять влияние здесь, особенно на фоне растущей активности Турции, Китая и Запада, значит ослаблять собственные позиции. Поэтому и был выбран человек, который умеет действовать жестко, быстро и без лишнего шума. Так в чем же может проявиться влияние Кириенко? Во-первых, это внутренняя политика. Уже сейчас можно ожидать активизацию пророссийских сил в самой Армении. Через медиа, НКО, уличные акции Москва будет пытаться создать атмосферу давления на правительство. Будут попытки расшатать политическую обстановку, показать, что нынешний курс Пашиняна якобы ведет страну в тупик. Во-вторых, внешнеполитическое давление. Кремль может пойти на ограничение контактов Армении с западными структурами. Это может выражаться и в экономических рычагах, и в дипломатических демаршах, и в информационных атаках. В-третьих, речь может идти и о более серьезных вещах – безопасности. Кириенко вполне может координировать силовое воздействие, как через военное сотрудничество, так и через более тонкие механизмы. Не исключены провокации или активизация конфликтов по линии границы. Еще один важный момент – Азербайджан. Москва не раз демонстрировала, что может использовать Баку как инструмент давления на Ереван. И если в Кремле решат, что нужно прижать Армению, можно ожидать новых обострений, на которые Россия будет реагировать с выгодной ей позиции. Все эти шаги ведут к главному. Армении предстоит сделать выбор. Останется ли она на пути независимости и самостоятельной внешней политики, несмотря на давление? Или же поддастся и вернется в сферу прямого влияния Москвы с той самой управляемой стабильностью, о которой так любят говорить в Кремле? Важно понимать, что назначение Кириенко – это не просто кадровое решение. Это заявление. Это демонстрация готовности Москвы действовать. Это сигнал всем остальным. Россия не уйдет из Закавказья без борьбы. И первой мишенью в этой новой игре стала именно Армения. Что будет дальше, зависит не только от Кремля, но и от армянского общества, политиков и международных партнеров. Но очевидно одно – время пассивного наблюдения прошло. Начинается новая глава в истории армяно-российских отношений. На этом фоне Армения примет участие на DEFIA-2025. Это шаг вперед в сторону новых союзов и сильный сигнал Москве. Армения не стоит на месте и уверенно движется вперед, не рассчитывая на подачки со стороны России. Да, именно подачки, ведь Россия давно перестала быть полноценным союзником Армении, да и в действительности, пожалуй, никогда им и не была. Это стало очевидно еще в 2020 году во время войны в Карабахе, а затем подтвердилось и в моменты боевых действий уже на территории Армении. Итак, с 6 по 8 мая в Афинах проходит одно из самых заметных оборонных событий в Европе – международная выставка DEFIA 2025.
И на этот раз участие Армении там не просто протокольное. Это четкий и осознанный сигнал, направленный как союзникам, так и тем, кто все еще воспринимает Армению как страну, зависящую от одного единственного партнера. Министр обороны Армении Сурен Папикян лично прибыл в Грецию вместе с делегацией, чтобы представить достижения армянского военно-промышленного комплекса. И уже одно это подчеркивает. Ереван делает ставку на многополярность в сфере безопасности, уходя от прежней односторонней зависимости. Важно понять, почему это событие заслуживает внимания. Первое – политический контекст. Участие в ДФЕА происходит на фоне активного охлаждения отношений с ОДКБ и Россией, а также на фоне сближения с рядом европейских стран. Уже подписаны соглашения с Францией, проводятся совместные учения, армянские офицеры проходят обучение по стандартам НАТО. Это не формальные шаги, это системная смена вектора. Второе – это технологическая демонстрация. Армения выходит на международный рынок с собственными разработками в оборонной сфере. Это не просто демонстрация техники, это тестирование интереса к армянскому ВПК, попытка встроиться в новые логистические и военно-политические цепочки. Даже если экспортный потенциал пока ограничен, участие в такой выставке открывает двери от технологических партнерств до совместных производств. Третье – это дипломатический сигнал. Присутствие на ДФЕА дает Еревану возможность укрепить связи с Афинами, Никосией и Парижем. Греция и Кипр – это не просто страны ЕС. Это страны, которые, как и Армения, сталкиваются с вызовами безопасности в Восточном Средиземноморье и на Кавказе. Совместные инициативы в сфере обороны могут стать основой для более плотного сотрудничества в будущем. Армения впервые делает шаг в сторону Европы, не только на уровне политических заявлений, но и на языке вооружений. ДФЕА – это место, где не только смотрят, но и слушают, где обсуждают контракты, учения, стандарты, технологии. И то, что армянская делегация прибыла в полном составе, включая главу Минобороны, говорит об одном. Ереван всерьез рассматривает европейское направление как одно из ключевых для модернизации своей армии. Это особенно важно в условиях растущей нестабильности в регионе. Карабах потерян, границы остаются уязвимыми, а союзники из прошлого либо молчат, либо действуют в своих интересах. Армении нужно искать новые опоры. И ДФЕА 2025 – один из тех шагов, который демонстрирует, страна не намерена оставаться в изоляции. В чем конкретно проявилось участие Армении на выставке? Были представлены разработки в сфере связи, беспилотных систем, а также отдельные образцы стрелкового и специального вооружения. Да, это не соперничество с крупнейшими игроками – Турцией, Израилем или Францией. Но это заявка на свое место – на самостоятельность и технологическое развитие. Кроме того, визит Папикяна, скорее всего, включает и закрытую дипломатическую повестку, от обсуждения поставок и модернизации техники до сотрудничества в обучении и разведке. Никакие пресс-релизы этого не скажут, но формат ДФЕА позволяет вести именно такие разговоры, в кулуарах, вдали от громких заголовков. Что это значит для будущего? Если Армения будет последовательно развивать контакты с европейскими странами, это может изменить баланс сил на Южном Кавказе. Появится альтернатива не только в военной сфере, но и в вопросах безопасности, логистики, подготовки офицеров и политической поддержки. Это уже не просто поворот, это системный сдвиг. В мире, где альянсы формируются не на десятилетия, а на годы, важно успеть занять место за столом переговоров. Армения делает попытку, пусть скромную, но заметную, выйти из тени зависимости и заявить о себе как о стране, которая сама формирует свою безопасность. И ДФЕА 2025 – это всего лишь начало. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.